Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня вяжем вот такой рельефный, структурный, плотный узор на и легчайший. Очень-очень легкий, очень интересный. И когда я его начала вязать, я увидела, что это узор резинка. То есть не совсем резинка, конечно, но его можно использовать в качестве резинки, каймы для вязаных изделий. И я попробовала связать вот как бы я представила себе вот такую резинку, ну, вот на полочке кардигана. Посмотрите, как хорошо смотрится. Очень интересно. Ну и очень легкий узор, еще раз повторю. Этот узор я увидела в журнале Сабрина. Вот такая модель связана в этом журнале. Ну, видно, что связана из толстых ниток. Модель обыкновенная, но узор смотрится очень оригинально. И я решила посмотреть, как он будет смотреться из тонких ниток. По-моему, прекрасно. Давайте будем вязать. Я больше говорю, чем мы с вами будем вязать. Это очень легкий узор. Раппорт узора составляет 4 петли. Плюс мы набираем еще 3 петли для симметрии узора и 2 кромочные. Мы с вами свяжем 4 раппорта, 16 петель, плюс еще 3 петли для симметрии, плюс 2 петли. 21 петлю мы набираем. Вяжем первый лицевой ряд. Схемы к этому узору нет. Провязываем одну изнаночную. Далее вводим правую спицу между следующими двумя спицами. Вот так вот. Вытягиваем петлю. Обычную, нормальную, недлинную петлю. Затем делаем накид и эту петлю провязываем лицевой. Я вяжу бабушкиными, вяжу за задние стенки. Тут без разницы, бабушкиными или классическими вязать. Вот из одной петли мы вывязали 3. Далее 2 изнаночные. Вот это раппорт узора. Повторяем. 1 изнаночная. Вводим спицу между двумя следующими, вытягиваем петлю, делаем накид и эту петлю на левой спице, первую петлю на левой спице провязываем лицевой и сбрасываем петли со спицы. Далее 2 изнаночных. Это мы провязали второй раппорт, третий раппорт, 1 изнаночная. Вводим петлю между двумя следующими, вытягиваем петлю, делаем накид и эту же петлю провязываем лицевой. 2 изнаночных. Третий, четвертый раппорт. Снова изнаночная, петля между двумя петлями, делаем накид, эту же петлю вяжем лицевой. 2 изнаночных. Четвертый раппорт провязали. И у нас остается 3 петли. Провязываем изнаночную петлю, вводим петлю между двумя следующими, вытягиваем петлю, делаем накид и первую петлю провязываем лицевой. И последнюю петлю провязываем изнаночной петлей. Вот такой у нас первый лицевой ряд. Второй изнаночный ряд. 1 лицевая, 3 изнаночные. Далее 3 лицевые, 3 изнаночные. Тут мы вяжем петли по рисунку. И вот накид, который мы вязали, мы вяжем его изнаночной петлей. В общем, во втором ряду у нас чередуется 3 изнаночных, 3 лицевых. Только в начале у нас 1 лицевая и в конце 1 лицевая. Третий лицевой ряд.
Сразу после кромочной провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я разворачиваю лицевую петлю, чтобы петли одинаково лежали. Далее 1 лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 изнаночная. Вот такой раппорт. И повторяем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная петля. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная. И далее заканчиваем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 изнаночный ряд. Петли провязываем по рисунку. У нас будут чередоваться 3 изнаночных, 1 лицевая. Заканчиваем 3 изнаночными. Все. Далее узор повторяется с 1 по 4 ряд. Согласитесь, какой он легкий, какой он интересный. Я буду очень рада, если он вам понравится. Если это так, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. А я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!